Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь хлеб ржаной московский по ГОСТу. Хлеб ржаной московский вырабатывают из муки ржаной обойной, солода ржаного ферментированного и другого сырья штучным подовым или формовым массой более 500 грамм. С вечера приготовим заварку и закваску. Для заварки смешаем указанное количество солода, муки ржаной обойной или цельнозерновой и молотого тмина. Зальем кипятком и оставим на осахаривание при температуре 62-65 градусов в течение первых 2-3 часов, а затем при неспадающей температуре до следующего утра. Если у вас нет возможности поддерживать температуру на постоянной основе, хорошо добавить солод активный. Для этого после того, как масса остыла до температуры примерно 65 градусов, мы вносим 1 чайную ложку активного белого солода и продолжаем процесс таким же образом, как если бы вы не вносили его в заварку. То есть у нас получается осахаренная заварка вместо того, чтобы она была самоосахаренная. Но суть остается одной и той же. По ГОСТу количество тмина в заварке составляет 0,5%, но по моему вкусу это несколько мало, поэтому я добавила 1%. Вы же можете добавлять на свое усмотрение. Также в тот же вечер приготовим закваску. Для этого смешаем все указанные ингредиенты и оставим под неплотно накрытой крышкой до следующего дня. По ГОСТу хлеб ржаной московский готовят преимущественно на закваске густой в 3 стадии. Это заварка, закваска и тесто. Или в 4 стадии. Заварка, закваска, опара и тесто. Также этот хлеб может готовиться на КМКЗ. Предлагаю приготовить этот хлеб в 3 стадии. Заварка, закваска и тесто. На следующий день приготовим тесто. Для этого смешаем все указанное количество закваски, всю заварку и остальные ингредиенты. Смешаем на медленной скорости в течение 10-15 минут. По теории научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности оптимальное время замеса для ржаного хлеба составляет 20 минут. Так как в это время тесто максимально насыщается кислородом и мякиш становится более пластичным и воздушным. Поэтому вы можете воспользоваться этой рекомендацией и вымешивать на низкой скорости в течение 20 минут. Однако немецкие пекари утверждают, что замес ржаного теста не требует длительного времени и достаточно просто вымешать ингредиенты до однородного состояния. Поэтому, как говорится, думайте сами, решайте сами.
По ГОСТу количество соли в тесте составляет 1,5%. То есть на данное количество муки оно будет составлять 7,5 грамм. На мой вкус это несколько заниженное количество, поэтому я увеличила его до 2%, до 10 грамм. Но вы можете решать на свое усмотрение. Вы можете добавить как 7,5 грамм соли, то есть 1,5%, так и 10 грамм, то есть 2%. 2% на сегодняшний день является нормой и наиболее распространенная практика при изготовлении хлеба. При замесе теста влажность теста регулируйте по влагоемкости вашей муки. Если вы видите, что ваше тесто очень крутое и вам хочется добавить еще больше воды, можете легко это сделать. В моем случае влажность данного теста составляет где-то 65%. Вы же можете делать это тесто как более густым, так и более влажным. Но следует заметить, что в традиции российского хлебопечения тесто для ржаного хлеба имеет довольно-таки густую консистенцию по сравнению с, например, тестом для ржаного хлеба во Франции или в Скандинавии. В Германии тесто для ржаного хлеба может иметь две крайности, скажем так. Один тип ржаного хлеба требует очень густого теста, где рука пекаря действительно прилагает усилия. А другая традиция, другой вид хлеба, также ржаного, требует теста по консистенции напоминающего мусс. Поэтому здесь дело вкуса, традиции, а также личных предпочтений. После того, как тесто у нас подошло, мы выкладываем его на смоченный водой стол и формируем. Формировать заготовку следует аккуратно, делая поверхность максимально гладкой и красивой, так как тесто у нас на 100% состоит из ржаной муки, и все дефекты формовки на таком тесте будут присутствовать и в конечном изделии. Поэтому старайтесь сделать его максимально красивым, ровным, для того, чтобы конечное изделие имело красивый товарный вид. Расстойка для ржаного хлеба должна быть полной. Поверхность расстоявшегося хлеба должна выглядеть примерно вот так. Перед посадкой в печь сбрызгиваем поверхность водой и выпекаем при температуре 250 градусов первые 15 минут, а затем еще 30-35 минут при температуре 200 градусов. Внутренняя температура хлеба на выходе должна составлять 97-98 градусов. При выемке из печи хлеб рекомендуется сбрызнуть водой для придания корочке красивого глянцевого вида. После того, как хлеб полностью остыл, его следует завернуть в кухонное полотенце, возможно, затем положить еще в целлофановый пакет и оставить на созревание до следующего дня. По ГОСТу поверхность хлеба должна быть гладкая, без крупных трещин и подрывов. Окраска равномерная, коричневая или темно-коричневая. Не допускается ни бледность, ни подгорелость. Форма должна быть правильная, с несколько выпуклой верхней коркой, не мятая и без боковых выплывов. Мякиш
должен быть хорошо пропеченный и не влажный на ощупь. Он не должен содержать ни комочков, ни следов непромеса. Пористость равномерная, без пустот и закала. Мякиш должен быть эластичный, слегка уплотненный, характерный для заварного хлеба. После легкого нажатия пальцами он должен принимать первоначальную форму. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!